Здравствуйте, дорогие мои зрители! Я вас всех рада приветствовать снова у себя в гостях. Сегодня мы начнем, наверное, с уборки, с такой небольшой моей каждодневной рутины, ну а затем уже поедем на ферму. Так получилось, что муж вечером мне только сказал, что мы уезжаем, а у меня, конечно, гора просто запланированных дел была. Мне нужно было немножечко все разложить, дом привести в порядок, а потом мы могли уже ехать. И я решила поделиться с вами такими своими бытовыми моментами, может быть, они кому-то тоже откликнутся и будет интересно. Сейчас я глажу белую футболку, такой первый пунктик, наверное, у меня, потому что мне не оказалось с утра ни одной футболки светлой под эту юбку. Эта футболочка просто домашняя одежда, и хочу вам просто показать, как можно выглядеть дома. Вот как сейчас, да, у меня рубашка и юбка, я так никогда не ношу, ну, временно одела, специально вам хочу показать. И как я буду выглядеть в белой футболке. Вообще всю домашнюю одежду, такую вот, которую не жалко, я давно уже выбросила и хожу дома в одежде, в которой даже могу сходить в магазин ближайший за хлебом. Это такой первый пункт. Второй пункт — это пульверизаторы. Я купила специально не так давно такую прозрачную бутылочку для воды. Ну, дети испортили мне, потеряли сам вот наконечник, распылитель. В итоге она теперь не работает. И я пользовалась временно бутылкой от чистящего средства. И вот сейчас я сняла наклейки, потому что это такой шум, который меня раздражает. Но потом все-таки решила поменять вот эти вот трубочки, да, местами. Все работает, все подходит. Да, и теперь я просто ремонтирую свой пульверизатор, все возвращаю на свои места, потому что чистящее средство, такое моющее здесь для ковролина, оно мне, ну, не понадобится, да, с хорошим распылителем, поэтому можно и старенький туда вкрутить. Ну, а вот этот прозрачный мне очень часто пригождается. Какое-то белье глажу, не всегда хочется воду в утюг наливать. Сейчас хорошо его промою от моющего средства. Вот, видите, обрезаю немножечко трубочку, потому что она у меня просто так получалось, прижималась очень сильно к стенке и просто не работала бы тогда. Здесь у меня стоит куча обуви, потому что я вчера вечером стирала белые кроссовки вручную. Обувь вся эта стиралась в стиральной машине параллельно. Я сюда принесла телефон и слушала прямой эфир с многодетной мамой. Мне было интересно очень Валентину Красненкову послушать. Может быть, вы знаете школу деловой домохозяйки. Была прямая трансляция, и мне было очень интересно. И в это время я перестирала кучу детских костюмов, обуви. Так полезно просто провела свой вечер, ну а потом пошла уже детей кормить, укладывать спать. И сейчас буду доглаживать футболку. Хотела вам показать третий пунктик. Я думаю, что все об этом знают, но вот у меня была история интересная. Я раньше гладила футболки или рубашки и всегда делала такие стрелки на рукавах. И когда мама мужа это увидела, говорит: Ань, так нельзя ни в коем случае делать, особенно на мужских рубашках. Обязательно пользуйся таким рукавчиком, и чтобы никаких стрелочек и швов на рукавах не получалось. Поэтому глажу, когда футболки, я сначала глажу такой зону подмышек, да, потом немножечко расправляю и уже глажу самый верх, так, чтобы не получилось никакого залома. Ну а теперь хочу вам показать два образа. Сначала я в рубашке, ну а теперь я в футболке. Как вам результат? Мне кажется, что в футболке смотрится намного лучше. Сейчас перехожу на кухню. Здесь мне нужно почистить пальчики мои, ногти лимоном. Я обычно всегда это делаю, если требуется. У меня был такой уже маленький кусочек лимона под стеклышком. Я обычно с утра добавляю всегда в теплую воду, которую пью натощак. И вот кусочек остался. Сейчас обработаю ногти и затем пойду на веранду, уже их покрашу. Мишунька там сзади со своей курткой просится на улицу. Ну, так всегда, у меня такой хвостик дома.
Идем вместе с вами дальше. Детям я вынесла на улицу всякие разные прописи, еще есть тесты. Вы меня спрашивали, по каким мы книжкам занимаемся. Ничего особенного я не покупаю. Я иду в магазин какой-то, да, например, в детский мир, если мне что-то нужно купить, покупаю там какие-то дидактические материалы для занятия с детками, и они выполняют. Какие-то занятия, конечно, они без меня не могут сделать, нужно мне что-то прочитать, задать вопрос, ну, а какие-то они могут сами буковки, циферки уже писать. Вы, блин, На какой картинке дерево справа от дома, Амель? нахальные. Почему? Все. Что случилось? Я старался у тети Светы. Они взяли, мне штырили. Они были на шок. А вы спросили у Лёвки Шоши. разрешение? И вкусные. Вы спросили у Лёвы разрешение? Дети. Лев, смотри, Лёг, ты хочешь приколку? Смотри, например, у нас 3 яблока, а если полезно, будет больше 3. Да, вот такая неприятная у нас получилась ситуация. Лёва взял подосъемник, специально для себя набрал хороших яблок, решил из них сделать сок. Ну, он бы обратился к Савелию, Савелий бы помог ему выжать свежий сок яблочный. Ну, так как никто об этом не знал, дети схватили, потому что привыкли, что папа всегда приносит, да, и может поставить на веранду. И, конечно, ели. Ну, а Лёва разозлился, у него все должно быть по плану, по договоренности, обязательно нужно спросить разрешение. Поэтому нас всех, конечно, отчитал, а мы уже извинялись. Сейчас следующий пунктик. Ногти я уже накрасила, наверное, вы заметили. Теперь я перехожу к вещам. Я буду подбирать вещи для фотосессии. На этих поручнях я всегда это делаю и зимой, и летом. Фотографируемся мы сейчас уже намного реже, потому что я много снимаю, раньше чаще. Я выбираю вещи по цветам, да, примерно подбираю, так как фотография будет осенняя. Я нашла вещи такого рыжего цвета, что-то голубое у Амелии, просто сарафанчик, мне он очень нравится. Покупали мы его в Хорватии в магазине, такой handmade, и я его очень люблю. Ну, мы с мужем будем в таких в кофтах голубых, потом чуть позже еще расскажу об этом. Сейчас следующий пунктик, я взялась за утюг, у меня есть специальный такой карандашик, который можно почистить. Утюг я нагрела предварительно, потом выключила, и вот Мишунька пришел, конечно, не могу утюг ни на минуту оставить возле него, поэтому с собой, да, ношу его, нужно было мне что-то там сделать. Мишуня уже нашел, видите, да, пульверизатор, все в его руках, и начал, конечно, все подряд здесь мне брызгать, помогать. Смотри, нужно, смотри, вот здесь вот так стоишь и в маме. Вот всё. Давай, это моё. Моё. Мишунь, ты видел, что ты на полу сделал? Простите. Простите. Терпение, терпение. Прости. Так получилось. Так получилось? Так. Случайно? Так, пускай нам. Что? Прости, маму. Больше не брызгай, ладно? Как Прям ругать тебя не хочется, как ты говоришь, прости. готово. Готово? Весь пол протер. Всем Посмотри прям тщательно, везде, где мои ножки, чтобы ничего, ни одного сырого места, иначе испортится пол. Это не шутки. Я вам только что показала, как поставила утюг на свое место, ну, потому что он горячий. Если я куда-то ухожу, даже на полчаса я не могу оставить на доске, потому что дети бегают туда-сюда. Очень довольна, что сделали этот держатель для утюга. Покупали в Икее, прикрепили, и нет вопросов, да, всегда, если он даже горячий, я быстренько могу вставить и уйти. Я спокойна, точно знаю, что он выключен. Сейчас разбираю все вещи, которые приготовила для фотосессии, потому что много чего мятого. В принципе, не глажу, но как-то для фотографий, думаю, нет, немножечко буквально поглажу и будем собираться. Сейчас вам сразу расскажу, с чего все начинается обычно при выборе одежды на фотографию. У меня есть какая-то одежда повторяющаяся у детей. Например, вот эти штанишки рыжие, да, из магазина Next я заказывала в 3 этапа, так как они из одного магазина, даже немножко разные модели, цвета у них совпадают.
И я решила, что мне очень даже этот цвет подойдет, и я буду от него отталкиваться. Я знаю, что у меня 3 пары этих брюк, но одни оказались грязные, поэтому у меня 2. Потом я увидела, что у Савелия есть комбинезон, да, Банглибу, тоже такого примерно такого же цвета. Думаю, все, тоже нам подойдет. Что же нам с мужем одеть? У нас есть одинаковые 2 кофты голубые. Думаю, вот, как раз мы их оденем. И у мальчишек тоже есть похожие, да, с капюшонами, с гонщиком. Ну, думаю, тоже они такие синие, тоже могут подойти. У Амелии немножко сложнее, потому что брюк не оказалось. Мы подобрали и такой деревенский сарафан. И, в принципе, комплект брюки уже наши с мужем просто вот что было, да, светленькое, то и нашли. Даже обувь детям я тоже стараюсь примерно в цвет, да, что-то подобрать. Никогда ничего не покупаю, уже говорила. Очень в редких случаях обычно стараюсь сделать такой вот комплект одежды буквально там в 2-3 цветах, чтобы это все гармонировало. Конечно, на фотографии этого всего не получилось, потому что муж меня не особо поддерживает в таких начинаниях, а мне одно сложновато, да, справиться со всеми. Потом чуть позже вы увидите уже вот во всем процессе, потому что сколько было всей моей подготовки, очень много, да, а фотографировались мы буквально 5-6 минут, потому что муж говорит, все, хватит, все устали. И в этом, наверное, самая большая сложность у нас в семье. Ну вот, мы вместе с вами сделали следующий пунктик, хотя могла бы я это все не делать перед отъездом. Ну, меня раздражали подушки. Они уже лежали неделю, ждали меня. Я купила 2 новых наволочки в магазине, и я хотела уже быстрее все заправить и все разложить на свои места. Тем более заранее это все было у меня запланировано. Я вернула на свои места все чистые накидушки, потому что диван и пуф уже стали грязными. И на кресле тоже там дети запачкали краской. Поэтому пока я вам уже рассказывала, да, что я убирала пока все чистое, мне намного легче, потому что, ну, было намного легче, потому что я лишний раз не заправляла что-то, да, если дети сдирают, но сейчас все это грязное, теперь все равно придется заправить, наверное, на недельку, вот пока я не возьму пылесос для химчистки ковролина и дивана, ну, наверное, в это время накидушки будут лежать. Ну, а потом я надеюсь все-таки, что у нас появятся чехлы, которые не будут съезжать и которые я буду опять же стирать, но посмотрим, как уже это все получится. Не попробуешь, не поймешь. Сейчас собираю все вещи, что-то в стирку, игрушки все убираю, детки пришли, они немножко поубирали и убежали. Часть свою, да, я убрала, а их игровую зону я даже не трогаю, просто раскидываю по полочкам все детские вещички, отнесу сейчас что-то в стирку. Ну, в принципе, такое, знаете, наведение порядка, очень быстрая моя уборка дома. Все, в зале мы вместе с вами закончили. Теперь перехожу к этому столу. До сих пор он у нас здесь стоит, потому что, когда я его убирала, наши друзья сказали, что они его забирают себе. Ну, так получилось, что они уезжали в Турцию, потом с Турции они приезжают, звонят мне и говорят, Ань, мы сдали тест ПЦР в аэропорту или вот как-то после, да, приезда, и у младшей дочки показал положительный результат, и буквально через день заболел папа, потом мама, и вся семья, и они были на карантине. Я вам уже показывала видео, да, за забором месяц, наверное, потому что по очереди заболевали, им постоянно продлевали этот карантин. А вот для меня вот целая проблема, потому что это такая большая поверхность, на которую постоянно мы сваливаем какие-то вещи. Я могу даже идти с веранды, да, собираю там какое-то сухое белье, меня дети дернули, я оставила на этом столе и пошла дальше. Вот когда есть какие-то горизонтальные лишние поверхности, все это обязательно будет захламляться. И уже сколько раз, даже в видео, наверное, где было день рождения у Миши,
Мишуньки, даже там вот вроде был прибран дом, и все равно там лежали какие-то вещи. Ну, я понимаю, что, ну, как есть, так и есть. Я вам показываю, да, прибирать что-то специально для видео я не буду. Сейчас просто разбрасываю, опять же, все по местам, по своим полочкам. Все, одето получено. Ты можешь его взять с собой. Что мне делать? Я не знаю, что хочешь. Трусы? Одевай разжар. Обязательно. А все остальное по желанию. Все, бери свою одежду. Детку не разбрасывай. Все, мои хорошие, я все прибрала, так раскидала, как говорится, да, по полкам. И хватит на сегодня. Да, катаемся. Сейчас кушаем и едем. Быстро одеваемся и поехали. Нет. Как Лева показывал нам кисю. Не так, вот так. Покажи, Лев. Говори спокойно. Лев, покажи кисю. Лев. Миша, покажи кисю. Покажи кисю. А теперь я. Ну давай. Что это такое? Мы приехали за фруктами и едем в полез. Далеко нам ехать. Поздновато, правда, выехали, но ничего. Ой! Арбузик! Арбузик, сочный, вкусный. Арбузик. Он у нас апельсинчик. Он у нас начинал прикорм с апельсинов, этот ребенок. Он ничего не хотел, кроме маминой груди и апельсинов. И мандаринов, да. И до сих пор так. Страшно? Давай, Амелька. Амелька, ты будешь съезжать? Амельке сделали бантики Приколов. Иди, Амелька. для фотографии. Иди. Ты будешь арбузик. Только давай не арбузик. будем пачкаться, ладно? Отходи. Ну давай, покрути ее. Нет, это одно. Сейчас папа наиграется. Они могут с папой вообще уезжать на несколько дней, и про меня даже не вспоминают, особо не рвутся. Мишунька только чуть-чуть. Все, папу ушатали. Хватит. Просто моя спина больше не выдержит. Все. Сколько я спину нагулял по лесам, она больше не выдержит. Надо еще по лесам походить. Да, мы оба с протрузиями, оба можем загнуться в любой момент. Лес помогает. Лес. 3 часа да. по лесу загребаем, походил. Да. Отлично, кстати. Так, что мы покупаем? Арбуз пробуем. Не всегда нам хорошо попадается. Авокадо, это я ем вместо масла сливочного, да, намазываю себе на рисовые лепешки. Банан дети просят, мы ничего с собой вообще не берем, едем, да, и вот хоть бананами попитаемся, арбузом. Ой! Накапало тебе, ничего страшного. Налила. Лев, холодно. Вот молодец, Миша научился обходить от собачки вокруг. Научился. Раз ручка, 2 ручка, 3 ручка. Выбирай, какой тебе банан. Лёв, выбирай. Какой тебе банан, Миша? Бери. Сейчас мы поймаем козлят маленьких для фотографии, если они, конечно, нам разрешат с ними сфотографироваться. Возле маманик свои крутятся, да, малыши? Козы переживают, козленок переживает, но они все на самом деле так разговаривают. Да, уже он большой, боится. Сейчас сделаем фотографию и отпустим. Успокоился козленок, все, не кричи. Так это вам на такую фотографию семейную, ваш хутор, а вы... В итоге мы приезжаем к вам в гости для фотографии, А мы вам некогда. составим с детьми. Давай сначала котенка. Давай котенка сначала. Давай котенка. Давай нам котенка. На, держи котенка. Ребенок провалился. Где ребенок? Давай руки, давай сюда. Да уйди ты, собака. Давай, собака пристает к ней. Давай. Это не собака, это я. Это может быть только в нашей семейке. Провалилась между... Ребятенок. Кричит, папа, мама. А ее нет. Не страшно, Амель. Ты запугал детей. Засыпай. Только осторожно, с моей вилами. Подожди, там козленок.
ребенок, он же боится. Засранцевый. Боятся животные. Один вообще притих. Побоится, да, обкакается. Сейчас едет. Смотри, что дело, во. Короче, мы его здесь оставляем, а сами уезжаем. Классно, батут, Сейчас, Аня. сейчас. Ну-ка. Раз, два, три. Я! Игорь. Ты работать будешь или нет? Вот и здесь. Получается. Расскажите зрителям ваши ощущения. Вам нравятся животные? Да? Отпускай, если тебе тяжело. Мишеньке тяжело. Отпускай, пусть бежит. Беги, 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 беги. Киса твоя. Такой хороший. Улегся у нее на ручках. Тихонечко лежит. Да, Мирка? Я сейчас вам покажу. С одной стороны дети. Не, ну, тихо, тихо, тихо. С одной стороны дети, потому что утки спрятались под машину от собаки. А собака молодой пес. Он с этой стороны пытается уток поймать. Да? А утки не знают, что делать. Они боятся. Сейчас покажу. Да, мальчишки хотят спасти уток. Ой. Вон они сидят там и боятся. А пес лезет все дальше и дальше. Выходите, выходите, уточки. Относи, дай Лёве пускай несет. Лёв, относи, дай Лёве пускай относит. Да, он засранец. Смотрите, что делает. Я поохраняю. Дай Лёве. Относи, Лёва. Вот вроде живет здесь, да? А вот такой вот товарищ. Прям за шею хватает. Мы приехали в яблоневые сады и хотели набрать яблок. Ну, пока ищет. Игорь ушел далеко, потому что яблони очень много. Дети вот эту оккупировали. Одну яблоню, но тут мало совсем. И вокруг много-много. Это немецкие старые сады. Есть и тут немножко, там немножко. В том году, да, мы ездили. Усыпано было все на таране яблоки. Сейчас, конечно, будем присматриваться. И машины далековато, не очень удобно таскать. Ну, красиво, правда? Сейчас Амелия плодосъемничком все снимет. А сколько у нас всего плодосъемников, кто скажет? Два всего? Это за это отвечает папа. Он обычно с ними ходит, набирает яблоки, и сюда тоже он их взял. И так интересно, у нас вообще в России как будто бы не приняты плодосъемники. Все так всегда рассматривают это устройство. Не знаю почему. Так, Лев, будешь котят. Так, я залезаю на дерево, а ты, если у меня целые луки, я буду тебе кидать в соответствие, поскольку я. А ты возьми синюю кассету, все я. Потому что черная шоколадка. Приедешь домой, будешь мыть все башмаки. Не будешь босиком ходить, выкину в мусорку. И маме запрещу тебе покупать какую-либо обувь. Правильно или нет? Правильно. Ты покупаешь ему новые кроссовочки, он радуется, а через 2 дня они все в говне. Мама моет. Нецензурная лексика. Я тебе не говорю, чтобы ты кроссовки одевал здесь по траве ходить. Зачем ты сапоги брал? Темнее. С какой целью ты брал сюда сапоги? Объясни. Да, не Вот ты видишь, на сапоги, мне какая папа обувь? ругается. Тихо, тихо. сейчас. Посмотри, рабочая. Набрали яблок. На мне немножко какая? совсем. Да, тут, конечно. Девочка, переобувайся. Сейчас. О, хорошо, теперь светит. Снимай, как ломает дорогу. Игорь ломает ветки, потому что проехать не можем. Там поцарапаем всю машину. Вы, дети, довольны поездкой? Лев? Все сидят тихонько. Все, дорогие мои зрители, я на этом буду с вами прощаться. Надеюсь, что через пару денечков мы с вами увидимся. До новых встреч. Амелька хочет сказать до свидания. Скажи. До свидания, зрители. До свидания.